Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за новыми выпусками. И Дмитрий Спивак, понедельничный Спивак, на связи прямо сейчас. Дмитрий, приветствую вас. Да, приветствую, Саш, тебя, приветствую зрителей. Давно не виделись. Я помню, как мы программу нашу называли, там, альтернативный спивак, поэтому не будем отходить от традиции. Готов сегодня, так сказать, в нашей с тобой дискуссии предложить зрителям, может быть, в чем-то и альтернативную точку зрения, тоже иногда полезно. Что я должен сказать, что надо подписаться на канал Шелеста, ну да, официальная такая должна реклама пройти. И с вас сегодня лайк, друзья, да, ну просто лайк, вам может быть и все равно, Шелесту может тоже все равно, а мне приятно, а Ютубу полезно. А поскольку многие работают практически в партизанских таких условиях, это я без иронии сейчас говорю, да, непростое у нас время и с точки зрения так называемой свободы слова и так далее, то действительно мы иногда с вами должны помогать YouTube, чтобы аудиторию свою расширять. Это очень важно и нужно, поэтому будьте любезны, поставьте, пожалуйста, лайк. Донаты не прошу, лайк, да. Все, готов, Саш, давай, Да, ну, начинаем. смотрите, донаты не просим, но всем благодарны, да, если пользуетесь QR-кодом, который видите на экране, если... собственно, хотите оставить вопрос, как говорится, вне очереди, закрытый клуб в телеграм-канале Шелест, там собираю вопросы, открыто в сообществе YouTube заблаговременно, вопросов прям налетела целая масса, ну, оно и понятно, хочется поинтересоваться, что думает Спивак по поводу происходящего. Время, как говорится, сжимается, знаете, сжимается, и кажется, что мы, ну, уже... Ну, если мы там раньше с вами даже, да, и с вами, и с многими другими экспертами на канале говорили, вот, передел мира, вот, миропорядок, все это уже происходит. Вот уже на наших глазах Трамп в Азии делает интереснейшую диспозицию, и вообще, в принципе, вот эта вот топ-встреча Трампа и Си, будем об этом говорить. Также всех призываю общаться активно в чате трансляции, мы тоже с ним пообщаемся, но немножко позже, в самом конце, поэтому досмотрите до конца. И, конечно же, опрос нашего сегодняшнего эфира по старой доброй традиции. Значит, геополитически обсудим, внутриукраинскую ситуацию обсудим, перспективы, тяжелый фронт, как он отыграется, в том числе и на будущих переговорах, но интересует самый главный вопрос. Когда закончится война? Варианты. До конца года, в начале следующего. В следующем году, ближе к осени. Через 2-3 года, как Туск признался, Зеленский ему говорил. Или когда начнется другая война, ну, например, война с Китаем, да, ну, там, Тайвань или какая-то еще история в Индо-Тихоокеанском регионе. Война с Китаем здесь именно такая максимально общая рамка, поэтому голосуйте, друзья. Вот 4 варианта. Дмитрий, начнем с этого вопроса. Если мы, нанизаем на этот вертел аналитики сегодня, если мы вот так вот это оставим на попозже, а прямо сейчас к срокам, что думаете? То есть я могу тоже же ответить, да, на этот интерактивный опрос, правильно, да? Конечно. Значит, ну, я сначала четверостишьем Губермана открою нашу сегодняшнюю программу. Зрители поймут смысл и почему я именно это четверостишье взял как эпилог. Вся наша склонность, друзья, к оптимизму от невозможности представить, какого рода завтра клизму судьба решила нам поставить. Это можно считать и ответом. Я же не Рэбе, не Пропетровский. Это, во-первых. Во-вторых, я не могу идти против рэпа. Ну, сказал человек 15 января, ну все, ребята, мы ж как бы, я ж приличный, понимаете? Вот, но поскольку Шелли же все равно не отстанет и скажет, скажи свой прогноз. Смотрите, а мой прогноз не меняется, и вы не дадите мне соврать, я с весны этого года произношу одну и ту же фразу, я ее сейчас тоже произнесу. Что в четвертом квартале 2025 года будут приняты определенные судьбоносные решения. И я предполагаю, что горячая стадия войны завершится. Но это не глобальное мировое соглашение, и это не глобальный мир. Это лишь некая такая, ну, называйте как угодно, передышка, заморозка и так далее. Так я предполагаю. И всегда ставил запятую и произносил следующую фразу. Если не прилетит какой-то черный лебедь,
и переводил, что я имею в виду. Если не произойдет какое-то событие абсолютно из ряда вон выходящее, которое абсолютно потрясет, да, всю геополитическую вот эту тусовку мировую, ну а черный лебедь обычно, если он происходит, меняет абсолютно все договоренности, закулисья, тренды, и все идет абсолютно не так, как тебе казалось позавчера. Поэтому я оставлю свой прогноз. Тут уже осталось-то всего 2 месяца до конца четвертого квартала. Но мне все-таки представляется, что вот после того турне, который, Саша, ты сейчас как бы проанонсировал, да, среднеазийское или как, азиатское турне Трампа, ну вот мне кажется, что после него начнут приниматься какие-то решения глобальные, а они так или иначе коснутся Европы, а это так или иначе коснется Украины. Ну, как-то так. Ну и с рэбом мы как бы параллельным курсом идем. Ну, насчет рэба, знаете, это, конечно, так весело, своеобразно. И что интересно, да, у нас могут с вами расходиться мнения по поводу разных вещей, там, геополитических, внутриукраинских, еще каких-то. Но я, кстати, солидаризируюсь с этим прогнозом, но у меня другая мотивация, не геополитическая, потому что если это все перевалит на 26-й, а там мы понимаем теперь уже циклы военные, там, осенняя кампания, да, зимняя, весенняя, летняя, ну, простите, это просто будет невозможно. Это, ну, для Украины это беда. И мне многие спрашивают, почему ты так думаешь, кто становится, никто не остановится. И многие аргументируют достаточно серьезно свою позицию. Нет, не будет конца войны. А я говорю, что, ну, это тогда просто катастрофа. Ну, вот, то есть люди, которые говорят, что война продолжится 2-3 года, как Зеленский и Туску, ну, опять-таки, если верить Туску, они ввергают народ, людей в пучину катастрофы. Но начнем как раз-таки с геополитики. Дмитрий, значит, японская, впервые женщина-премьер-министр, перед самым приемом Трампа говорит, я с Россией мирный договор хочу подписать. Это длинная история, это веха историческая, эти Курилы постоянно всплывают. Но она говорит, я хочу подписать этот договор. И это прозвучало как такой сигнал, достаточно важный, что начинается в Индо-Тихоокеанском регионе. И Япония выставляет щит, барьер, говорит, не-не-не, давайте мы тут обяжем друг друга договоренностями, чтоб, не дай бог, не зацепило. Может ли турне Трампа по Азии, которая выглядит как миротворческая, принести большую войну в этот регион, как думаете? Может. Вот если так, да, у меня есть 2 варианта ответа. То есть первый, блиц, сразу отвечаю, может. Любой визит Дональда Трампа в любой регион, где сейчас геополитическая нестабильность, да, и идет такая перетрубация и переформатирование, а Дональд Фредович, он такой, он как большой слон в маленькой посудной лавке, поэтому, да, может принести там какие-то конфликты, там военные, прокси, не прокси, там столкновения, может. Да, так же, как еще пару распоряжений Дональда Трампа руководителю ЦРУ что-то там сделать в Венесуэле, и там может. Поэтому я же говорил, Саш, в прошлых наших эфирах, что, на мой взгляд, феноменальность Дональда Трампа в одном, и мы знаем в чем, а вот проблема Дональда Трампа заключается в том, что он никак до сих пор внутри себя не может вот сложить вот эту историю. Он главный на планете, это все поняли, но вот он не может понять, он главный миротворец или он главный полководец. Ну, согласитесь, это абсолютно разные вещи. И с той минуты, как Дональд Трамп назвал Министерство обороны и Пентагон Министерством войны, это же не игра в словеса, это же не игра в города, это философия. То есть это от обороны Трамп говорит, я иду геополитически в нападение. В мире много есть открытых мест или спорных мест. Мы, Америка, идем туда. Идем завоевывать и так далее, и так далее. Поэтому тут вот эта вот миссия его получить Нобелевскую премию мира. Сразу могу тоже похвалить сам себя. И я давно говорил, что Дональд Трамп, не волнуйтесь, в этом году вы не получите, потому что следующий год интересен для символов. Да? Нобелевский комитет – это что же? Люди из символов. 2026 – это что? Это 250 лет Америки,
это 80 лет Дональду Трампу. Ну, вот оно, ну вот, все понятно. Получит в следующем сентябре свою Нобелевскую премию мира, тем более к этому времени он закончит уже где-то 32 или 33 войны. То есть на сегодня уже 8 есть, 9 украинская, сейчас проедется там. Ну, в общем, извините, это злая ирония. Теперь Япония. Сразу хочу нашим некоторым ура крикливым патриотам спросить. Скажите, пожалуйста, друзья, в Японии английский язык это мова оккупанта или нет? Я никак разобраться не могу. Потому что после Нагасаки и Хиросимы они главные союзники. И разговаривают на английском. И вот, и судя по всему, в Японии даже американскую литературу читают. Ну, есть у меня такое ощущение. И по секрету вам скажу, и Голливуд смотрят в Японии. Потому что войны начинают и заканчивают политики, политические режимы. И они должны нести ответственность за свои деяния. А вот культура, и язык международного общения, ну и так далее. Поняли, да, вот что я хочу сказать. Теперь по сути встречи. Вот эта женщина впервые, да, в Японии, как бы, да, премьер-министр, надо понимать еще краткую ее биографию, она не такая, не простая. Она, во-первых, такая ну, правая, она не из глобализма леваческого, она консерваторка, она союзник Трампа по многим вопросам. Для нее Китай это главная угроза в Индо-Тихоокеанском регионе, ну, собственно, то, что и транслирует Трамп. Она там против однополых браков, ну, то есть она вот как бы, она консервативных таких взглядов, и я думаю, что Дональду Трампу здесь повезло, она его союзник. Однако, посмотрите, как тонко играют вот политики, вот западные, восточные, как они умеют выстраивать свою вроде бы одновекторность, но как бы вот, правильно же, Саш, ты сказал, она, да, вроде бы союзница Трампа по глобальному Тихоокеанскому региону, но говорит, слушайте, надо тут пересмотреть с Россией там мирный договор и так далее, и так далее. То есть перевожу на человеческий язык. Она говорит как бы вслух, что да, мы с Америкой союзники, мы тут будем в Азиатско-Тихоокеанском регионе пытаться выстраивать серьезный альянс, ну там в рамках АУКУСа, да, но как бы мы не собираемся воевать с Россией. Вот это я перевожу просто на человеческий язык с дипломатического, который она сказала. Значит, это что касается Японии. Но здесь есть еще два интересных аспекта. Что будет происходить сейчас в Средней Азии? Посмотрите, друзья, что происходит в Средней Азии. Ведь там ближайшие, так я понимаю, 5 дней, да, или сколько, состоится вот эта глобальная встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, если состоится. Вот я все как бы вот о своем. Хотя сигналы последних суток говорят о том, что что состоится, потому что Дональд Трамп кое в чем уже сегодня дал заднюю. Это, как знаете, две машины вот так мчатся друг напротив друга. Кто свернет? Сегодня свернул Дональд Трамп. Потому что сегодня прошла информация, что, возможно, мы не применим с 1 ноября стопроцентные санкции против Китая и так далее, и так далее. Это первый сигнал. И второй сигнал, что сегодня предварительно закончились переговоры торговых делегаций США и Китая, и как бы вроде там что-то они хотят как бы поделить мир с точки зрения рынков. То есть все идет к тому, что они встретятся. Но после этого, смотрите, какая начинается драка за Среднюю Азию. Просто драка, ну геополитические разборки. Причем такая, знаете, там в Средней Азии, может быть, и не зажгется, там некому с кем-то друг с другом воевать, но экономическая война там будет. Смотрите, после встречи с Си Цзиньпином в ноябре Дональд Трамп объявил о том, что он посещает Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, ну вот эту всю вот историю, которая, ну, так сказать, со стародавних времен считалась абсолютной вотчиной влияния России. Дональд Трамп едет туда, ему есть что предложить и с точки зрения пряников, и с точки зрения кнутов, и с точки зрения совместных проектов и так далее. Это первая история. Вторая история. Китай. Китай и Средняя Азия, об этом пишут все практически западные аналитические издания, постепенно, тихо, без каких-либо конфликтов, потому что Китай и Россия как бы, ну, партнеры, но тихо вытесняет постепенно Россию из Средней Азии, которая раньше считалась, ну, эксклюзивным такой, да, зоной влияния России. Если вы меня спросите, от чего я так решил? Влияние определяется в том числе
да, деньгами, цифрами, докладываю. 24 год. Торговый оборот России, страны прошу прощения, Средней Азии – это 45 ярдов. Торговый оборот Китай и страны Средней Азии около 100, 95,7 миллиардов. Ну, то есть инвестиции, совместные проекты, приход на этот рынок китайских компаний и так далее. То есть с одной стороны наступают китайские инвестиции, с другой стороны хочет заходить Трамп. Ну и остается все равно в том или ином виде влияние России в этом регионе. Вот посмотрите, какая там конфигурация, и бриты, которые там смотрят, так сказать, из-за дверцы, им в открытую же тяжело тягаться экономически, они же всегда тягаются закулисно. Вот бриты как раз в угоду тем или иным своим интересам могут там что-то и взорвать, там начать какой-то, значит, какой-то там конфликт. То есть я объединяю все вот эти 4 вещи. То есть Трамп Япония, Трамп АСЕАН, Трамп встреча с Си, она глобальная. Сейчас сразу скажу свой прогноз, чем она закончится. Могу ошибиться, но скажу. И дальше после этой встречи начинается этап 2 лет, 26-27, глобальной схватки за ресурсы Средней Азии. Как оказалось, там очень богатые земли. Там нет технологий, там нужны деньги. Там много чего нужно, но под землей там зарыто очень-очень многого, не только в Казахстане. Причем очень многого из того, что очень нужно Америке. И монопольное право на что сегодня имеет Китай. Я про редкоземельные металлы. Так вот, встреча Трампа и Си Цзиньпина, на мой взгляд, не закончится глобальным переделом мира. Это лишь такой будет первый шаг. Они по многим вопросам глобальным не смогут договориться. И Тайвань, и Средняя Азия, там, ну, много вопросов. Да и по Украине. Есть, конечно, шанс, что Трамп и Си примут решение, что надо здесь заканчивать. Ну, тогда Си должен повлиять на Путина, Трамп должен повлиять там, на Европу, на Зеленского, и как-то оно к чему-то придет. Уверен ли я в этом? Нет, не уверен. Это будет зависеть от того, а что Китай от Дональда Трампа получит в виде коврижек. Ну, то есть бартер о чем? Ну, то есть вот Китай просит об этом, тогда Китай просит Америку о другом. Ну, Это может коснуться Венесуэлы. Да, Венесуэле сейчас скажем, но это эксклюзивные российские ресурсы. Ведь не просто так Трамп говорил, я еду с Си Цзиньпином говорить о том, что, в общем, не покупай эту нефть российскую, не нужна она тебе, и газ этот тоже. Ну, это вряд ли у Трампа получится, да. Это он так говорит, лишь, ну, он понимает, что... ну, во-первых, я вам так скажу, слушайте, вот, Саш, раз ты коснулся этой темы санкций, во-первых, 2 слова об этом скажу. Нам кажется, многим в Украине кажется, что санкции, которые наложил Дональд Трамп, это касается вообще только Украины. Ну вот из-за Украины он наложил эти санкции. Да нет, у него совпало. 3 в 1. Санкции против Лукойла и Роснефти по всей вертикали, в том числе дочерние компании и так далее, десятки из которых находятся в Европе, это санкции сигнал Европе. Это санкции, которые наложил Трамп, это попытка передела нефтяного рынка. Мирового, не украинского. Это попытка передела нефтяного рынка. Все прекрасно понимают, основные игроки, что потерять рынок из-за санкций, допустим, Россия вот теряет часть вот здесь, часть вот здесь, часть вот здесь. Потеряла. Это делается быстро, 5, 6, 8 месяцев. А вот вернуть себя на эти рынки, это очень сложно. Поэтому Трамп затеял передел нефтяного рынка. Он обращает, Европа еще больше входит в зависимость от сжиженного газа и вообще от энергоносителей американских. Что касается Индии, Бразилии и Китая, у Трампа не получится здесь победоносной войны экономической. Индия, чтобы не ругаться напрямую со Штатами, снизит на 20-25% импорт российской русской нефти, там переключится часть с Ближнего Востока, часть Латинской Америки. А если туда зайдет Америка, то там как бы и будут интересы Штатов тоже. Китай не пойдет на разрыв такого уровня, разрыв отношений с Россией, не пойдет. И вообще Си Цзиньпин будет встречаться с Трампом только в одном условии. Если вся эта встреча и риторика Трампа, и его манера, и если это будет встреча равных. Си Цзиньпин не позволит с собой вот так вот манипулировать, там рассказывать, что покупать, что не покупать и так далее. Вот.
Да, это мне так представляется. Индия чуть-чуть сдаст, Китай нет. Ну а Бразилия, друзья мои, вот тоже класс продемонстрировал Лулу да Сильва. Вот жаль, что сейчас нельзя вывести Александру на экран вот эту фотографию, значит, встреча Дональд Трамп и президент Бразилии. Я специально разговаривал там с психологом, он говорит, ну, красавец, нога на ногу, расстегнутый пиджак, такая вот, ну, не получится. То есть президент Бразилии говорит, смотри, мы играем, мы субъекты, хочешь, давай вместе. Мы можем уступить здесь, попросим тебя уступить здесь. Но так вот просто диктовать, чего, где нам делать, какой галстук одевать, так не получится. А Бразилия – это один из лидеров БРИКСа, ну, Нет, между Лула, прочим, да, и один из лидеров. он себя вел очень Он и такой, очень, очень и очень да, да. достойно, да, это прям видно Ну, было. то есть это не Макрон, понимаете? Это не Макрон. Ну вот, как бы, вот так. Среднюю Азию мы обговорили, Азиатско-Тихоокеанский Что регион готовит Трамп? тоже. Мы сейчас об Украине поговорим, но все-таки что он готовит в Венесуэле? Потому что это напрямую связано с нефтяным сектором. Напрямую. И эти картели это только прикрытие. Все прекрасно понимают. Мадуро, который кричит «Peace, Трамп, please, peace, peace, please», вот это все, который там на съезде просто порвал всех, говорит, я хочу мира, давайте, давай вместе ловить этих преступников, которых ты, давай так, давай эдак. Но тут к Венесуэле присовокупляется Колумбия, и прям серьезные люди выходят в Америке и говорят, будет наземная операция. Возникает важный вопрос. Вот Трамп на борту самолета сегодня прокомментировал какие-то странные падения вертолетов с авианосца в Южно-Китайском море. И говорит, ребята, это прям как-то странно. Во-первых, разница между этими двумя падениями час. Во-вторых, что-то как-то не особенно. Это выглядит так, привлекательно, да, как для такой махины. Там же к Венесуэле подгоняют Джеральд Форд, там техника, там авиация, там все. А в Южно-Китайском море вот такая засада произошла как раз-таки в тот момент, когда он там кружит. Насколько мощь военная Америки и надежда, он же как говорит Путин, он говорит, Путин, ты должен за неделю был справиться с Украиной. Так есть все шансы посмотреть, как вам кажется, за сколько Трамп справится с Венесуэлой и справится ли? Ну, да, я бы не хотел, честно, смотреть. Ну, это не морской бой, ребят, это, ну, любая наземная война, это кровавая история, поэтому я бы не хотел. Это первое. Второе. Я не думаю, что Дональд Трамп рискнет на вот такого рода прям массивную наземную операцию. Хотя иди знай, что там в голове у лоббистов этой всей истории. Друзья, я хочу просто вам напомнить такую краткую историческую справочку, что с 70-х годов 20 века, да, Соединенные Штаты Америки там произвели смену правительств разных в разных странах. Эквадор, Чили, Аргентина, Боливия, та же Венесуэла и так далее. Нефти там много. Венесуэла number one в мире по запасу нефти. Да, им не хватает денег, им не хватает технологий и так далее. Но вот это вмешательство США, оно длится много лет. Вы помните, Уго Чавес победил в 99 году на выборах, да, разорвал все контракты с транснациональными американскими корпорациями, полностью все национализировал, выгнал все компании, да, и как бы зажила Венесуэла. Потом его пытались сместили, 2 суток продержалась новая власть, но люди там поверили Чавесу, он там опять вернулся и так далее. А сейчас новый этап. То есть Дональд Трамп поставил себе задачу, да, доктрина Монро 2.0. Что такое доктрина Монро, там зафиксированная в 1823 году? Да, это Северная и Южная Америка наша. Мы не лезем в Европу, Европа не лезет к нам. Ну, тогда еще Европа, это были как бы колониальные, в смысле империи, ну, как бы вы сюда не лезьте. И вот сейчас Трамп пытается выстроить доктрину Монро 2.0. А выстраивать это очень сложно. Потому что дело же не только в Мадуро. Ну, Мадуро можно сместить. Хотя мне интересно, как отреагирует так называемый западный мир. Ну, как бы, вот же они, двойные стандарты. А разве можно как бы туда идти? Там же суверенное государство, законно избранный президент. Мадуро нравится кому-то, он не нравится кому-то. Вот Трамп отдает приказание ЦРУ, вы там начинаете какие-то операции, весь мир молчит. Да,
Вот они тоже двойные стандарты этой западной условной дипломатии. Но дело не в этом. Дело в том, что хочет вернуть Дональд Трамп влияние Америки в очень богатой на ресурсы Южной Америки. Там и нефть, и литий, и медь, и газ, и что там только нет. Но проблема заключается в том, что, во-первых, США не контролируют тот регион, раз. Во-вторых, значит, в Китай туда уже зашел где-то десятилетия два, полтора-два десятилетия. Разница между заходом с Америки и Китая, знаете, в чем заключается? Америка в основном только кнутами. Там нет пряников. Кнут в виде санкций, МВФ, Всемирный банк, Всемирная торговая организация, спецслужбы, попытка изнутри взорвать ситуацию и так далее. Китай заходит исключительно... и политические условия. Любой кредит МВФ сопровождается политическими условиями. Нет ни одной страны в мире, которая счастлива после многолетней работы или там співпраці, сотрудничества с МВФ. Китай идет абсолютно другим путем. Китай говорит, нам ничего не надо, мы ничего не требуем. Китай вкладывает деньги в эти страны, в инфраструктуру. А это тысячи и тысячи рабочих мест, это экономика, и это вместе с Боливией, с Венесуэлой, с Чили. То есть создаются совместные кластеры. Ну, это, так сказать, сегодня выгнать Китай с этой территории, ну, выгнать как бы условно, да, невозможно. Вот в этом мне представляется и станет основным, как мне кажется, основным, что ли, раздражительным таким фактором в таких, значит, ну не в беседах, а в переговорном процессе Трампа и Си Цзиньпина. То есть, если Трамп захочет, чтобы Китай вот здесь подвинулся, условно, друзья, то, ну, Китай, наверное, первое, с чего начнет, это с Тайваня. И это тупик. Ну, потому что ни Китай отсюда не выйдет, тут вложены, ну, я думаю, так, сотни уже миллиардов, но и Штаты не могут двинуться с Тайваня, ну, потому что это геостратегические интересы. Поэтому я и говорю, что вряд ли они придут к абсолютному соглашению. Я даю на формирование многополярного мира 2,5 года. Я об этом тоже говорю очень часто. Где-то до конца 2028 года. Дальше будет все сформировано. Саш, я не хотел бы увидеть наземную операцию, войнушку, где бы она ни была, потому что, ну, а зачем? Что за этим последует? Не хотелось бы. Хотелось бы, чтобы мир не был таким циничным, и чтобы в Европе сказали, господин президент США, ну, там как бы страна вроде независимая, суверенная, ну, есть там у них Мадуро, ну, не хочет он с вами, ну, при чем здесь вот, да. Штаты умеют, в отличие от всех остальных, друзья, Штаты умеют красивую обертку дать. Ведь как весь мир сегодня... Вот останови 10 человек, кто увлекается немножко, да, новостями, и спроси, а что там вот США и Венесуэла? Вам 9 из 10, знаете, что скажут? Дональд Трамп борется за нас и за наших внуков против наркотиков и наркокартеля. А там сидит какой-то дядька, сука, который развозит все эти наркотики чуть ли не на своих лодках. Вот так сформировано общество, так надо уметь. Так надо уметь. Да, вот вести свою внешнюю политику, чтобы тебя поддерживала там значительная часть там, мировой элиты, обычных людей и так далее, и так далее. Какие наркотики? Нефть. Номер один в мире – нефть. Вот и все. Поэтому, а почему Мадуро так себя ведет? Ну, тут, Саш, мне трудно сказать. Его тональность говорит о двоякого. Ну, во-первых, есть там чувство страха. Вот в тональности Мадуро есть чувство страха. Он говорит, а давай вместе, мы ж тут с наркотиками будем, да я ж за мир, будем бороться с тобой. То есть он как бы призывает Трампа, что не надо, давай как бы вместе. То есть где-то сквозит такое, да? Тоже, наверное, чувство. Я ж не знаю досконально там все нюансы внутренней кухни венесуэльской. Знаю только, что вот эта нобелевская лауреатка, госпожа Мачеде, да, если я правильно произнес ее фамилию, это же не просто оппозиция к Мадуро, друзья. Это не простая женщина. Это семейные кланы, это серьезная такая политическая, финансовая, экономическая элита, которую отстранили от венесуэльских ресурсов, от кормушки и так далее. Это белые воротнички, это глобальные компании финансовые. Она представитель этих семей. Ну и вот как бы понятно, что Соединенные Штаты видят в ней своего ставленника, хотят поменять Мадуро на Мачеда, ну и уже завести туда
свои компании для нефтеперерабатывающего комплекса. Америка готова туда вкладывать и в разведку, и в добычу, и в технологии, и в переработку, ну и так далее, и так далее. А кто захватит венесуэльскую нефть, тот, конечно, будет способен на серьезный передел рынка. Что касается, Саш, как там американская армия, то я уже много раз говорил, слушайте, в войнах проигрывают все. И первая армия мира, ну то есть Америка, проиграла в 4 войнах из 6, которые она вела там. И Киссинджер об этом пишет, и многие об этом пишут. И вторая армия мира проигрывает, и 5-я, и 9-я. Войны или военные конфликты во все времена проигрывали все, даже самые сильные. Но это никак не меняло их там местоположение в каких-то геополитических раскладах. Да, Штаты тоже позорно да. бежали с Афганистана. Ну и что? Они как бы стали меньше играть в том регионе? Нет. Ну, проиграли, и пошли дальше, называется. По поводу Европы. Ну, вы знаете, Дмитрий, сегодня статья в Политико, которая называется «Европейский план Б для Украины», немного обескуражила. Странам Европы предложат набрать дополнительных долгов для финансирования Украины. Значит, Бельгия все-таки там на прошлой неделе и в этот период, да, была такая вот, был такой тяни толкай. Они говорили, с одной стороны, что да нет, ладно, мы найдем механизм, будем использовать российские деньги для того, чтобы помогать Украине. Другие говорили, потом было заявление нет, то есть это ни в коем случае никаких таких программ мы не примем, мы как бы открещиваемся от этой идеи, думайте еще. И, собственно, вот это вот на Бельгии все зиждется, да, в этом вопросе. И Политико говорит, что вот все-таки принято решение, Бельгия отказала в использовании этих денег, потому что это деньги государства Бельгия, а не Еврокомиссии и Евросоюза. Значит, блок репарационного кредита для Украины под российские замороженные деньги как обходится? Еврокомиссия хочет десятки миллиардов евро привлечь в виде общего долга. Ну, эта идея среди европейских стран популярностью, понятное дело, не пользуется, и никто не хочет быть должным, и каким-то образом еще и помогать Украине в долг. Решить все хотят до 18 декабря. Ну, вот этот вопрос российских денег. Как вам кажется, он решится? Ведь есть Венгрия, есть Словакия, есть публичное заявление и непубличная серьезная борьба. Ведь, кажется, перед Европой встал вот тот очень важный момент истины. Ну, точнее, вообще в этой войне и помощи Украине два момента истины. Момент истины номер один – это чтобы страны направляли войска в Украину. Но это может быть после заморозки или там как мирных договоренностей как-то включено. Об этом тоже говорили на коалиции желающих. Ну, такой, конечно, аморфный план, но тем не менее. Это вот солдаты, люди с автоматами в Украине, которые как бы воюют с россиянами. Это вот действительно переворот. А второй переворот, вот этот финансовый, он не такой громкий, но очень важный. Произойдет ли первое или второе, или ничего не произойдет? Нет, не произойдет ни первого, ни второго. Никаких войск на территории западных стран на территории Украины не будет по многим причинам, да. А нет у них, во-первых, никаких войск, одна болтовня. Никто не собирается из них воевать с Россией. Введение сюда войск без согласия России даже в поствоенное время, ну, как бы чревато. Поэтому все это сойдет на нет. Да, это может произойти, но только как совместное решение всех. Да, то есть, когда будет подписано какое-то глобальное мировое соглашение, и все участники процесса, включая русских, скажут, окей, ну вот здесь размещаются некие силы там под, ну, допустим, под Совбезом ООН, а это, собственно, в том числе Китай, в том числе Россия и так далее. А так просто, чтобы западные страны, европейские члены НАТО прислали сюда кого-то, и Макрон будет главнокомандующим, это так не получится. Да, и они сами это знают, и поэтому европейцы сегодня мечутся, потому что без них все решается. В Средней Азии их нет, в Африке их нет, в Южной Америке их нет. Они только у себя, в Европе это очень слабенькие. Вот, коалиция желающих. 5-й месяц не могу никак выяснить ни у кого, чего они желают.
Ну, во-первых, если организм желает, но не может, это уже полбеды, конечно. Дай бог, чтобы они еще многие годы желали. Главное, чтобы они еще что-то смогли. Теперь по 140 ярдам. Мне жалко Бельгию. Только потому, что в этом также проявляется где-то гнилая сущность вот этой глобалистской, ультралеваческой дипломатии. Чего вы на Бельгию наезжаете, что Бельгия против? Так легко, потому что эти активы, там, большая часть российских активов, там, в районе 200 миллиардов, да, находятся там, в Бельгии, там, Евроклир, да, и так далее. Ребят, а чего вы не говорите, что против Макрон и против Мерц? Ну, Германия против, причем здесь Бельгия. Вы же скажите честно, дайте честно ту информацию, которой владеют аналитики. А почему Германия против? Путина полюбили? Да нет. Просто мир глобален, и на территории России есть имущество и активы в Германии на 100 миллиардов. Ну, совершенно же очевидно, что если на собрании акционеров немцы поддержат передачу активов российских Украине, то их немецкие активы в России будут немедленно заморожены, там, изъяты и так далее, и так далее. Ну, это же очевидно, и все знают. Но стыдно ж признаться, поэтому виновата Бельгия, Венгрия, Словакия. Да при чем здесь Венгрия и Словакия? Основные игроки против, да и Трамп как бы понимает эту историю. Более того, Макрон где-то месяца два тому назад сказал, что ну нет, так не получается. И представитель, значит, Европейского банка реконструкции и развития говорит, слушайте, ну есть процедуры, ну как бы заморозить можем, использовать там проценты, да, там это да, но вот так взять и передать Украине не можем. Ну Европа так не может поступить. А вот это предложение, которое сейчас они тоже не пойму, к кому они все время обращаются. Вот. Выходят представители Европы, и вот куда-то в космос говорят, давайте все возьмем, все еще возьмем в долг, вот это вот дадим то, что мы возьмем в долг Украине, и дальше пауза. Что дальше никто внятно не может объяснить президентам этих стран, премьер-министрам этих стран европейских. А дальше чего? Где им брать деньги, чтобы продолжать покупать у Трампа оружие для Украины, давать Украине кредиты, значит, как-то удерживать свой электорат, потому что там у всех просто катастрофическое положение политическое. У Мерца рейтинг уже просто ниже некуда, у Макрона ниже некуда. Выборы в Чехии все продемонстрировали. У Стармера антирекорд рейтинга, там везде будут меняться власти, что, собственно, и добивается Дональд Трамп. Поэтому, когда он включил санкции как бы против российских компаний, это в том числе играет на руку Америки, потому что это еще больше осложняет экономическую ситуацию Европы. А задача Трампа какая? Поменять европейскую политическую элиту с левых в правых. Вот, собственно, он этим и занимается. А есть Теперь еще про взаимосвязь? Европу. Есть взаимосвязь, как вам кажется, сменить власть в европейских, ну, давайте, ключевых странах, да, и повлиять на смену режима в воюющих странах России или Украины? Я почему так формулирую вопрос? Потому что вот мы Мадуро с вами выше обсудили. Вы же слышали, что говорят вот эти люди? Говорят, собирайся и выезжай в Россию или в Китай, Мадуро. Чеши отсюда. Ну, то есть, изначально вот эта вся весь сыр-бор для того, чтобы поменять власть конкретно. Только вот как-то не вяжется и не прикручивается к образу миротворца Трампа жесткий формат смены власти в европейской стране, в Украине. Да, я понимаю. Я же поэтому и сказал, что сам Дональд Трамп не может разобраться в себе вот там внутри, он миротворец или полководец. Он мачо, это он понял, это он знает. А вот он вот мир несет, или он хочет мир, но все-таки через силу, вот это он не может разобраться. Теперь отвечаю на твой вопрос. Да, кстати, очень спасибо, что ты сказал. Это не просто какой-то чел на одесском привозе сказал Мадуро, сваливай в Россию или в Китай. Это то ли сенатор, то ли конгрессмен. Ну, то есть политик американский, ну вот прям вот так, обращаясь к президенту суверенной большой страны, говорит, ты сваливай там отсюда и аккуратненько говорит, куда. Ну, то есть тоже месседж, да, демонстрирует, с кем Венесуэла. Ты, говорит, то ли в Китай, там, то ли что, потому что, то есть он намекает на то, что тебя вот это вот, лучше вали. И весь мир молчит.
Я только себе представляю, если бы кто-то другой вообще произнес бы вот что-то такое. Весь мир молчит. Значит, интересное наблюдение. Теперь, смена режимов, которую хочет Трамп в Европе, нет ли у него такого желания там по Украине, по России и так далее. Значит, давай разложу немножко. Во-первых, чтобы закончить про двуличность Европы, я каждую программу даю цифры. И каждую программу Европа выглядит все, в моих глазах, все хуже и хуже. The Guardian пишет, первое, по итогам года, значит, Европа крупнейший покупатель российского газа. И второе, Европа, внимание, в топ-3 торговых партнеров с Россией на 67 миллиардов в год. Первый Китай, вторая Индия, Европа третья. Вопрос, ребята, как это так? 19 пакетов санкций, и вы в топ-3 торговых партнеров с Россией. Ну, понимаете, да, абсолютный цинизм. А почему Трамп хочет поменять политическую верхушку Европы? Потому что они для него как продолжение вот этого демократической партии США, вот этого мирового левачества, Сороса, глобализма, вот там оно все. Вот у него вот все беды сосредоточены на этом. Вот Урсулы фон дер Ляйен, вот эти все европейские институции. Он хочет иметь дело с каждым отдельно взятым президентом. Поэтому такие, как Мелони, Фицо и Орбан, как канцлер, значит, Австрии, ну, то есть такие умеренные правые, умеренные консерваторы, вот у них хорошие отношения с Трампом. И наоборот. Мы же понимаем, что такое левачество и ультраглобализм. Мерц много лет работал в BlackRock. Бывших ребята не бывает. Это ставленник BlackRock. Там, или Эммануэль Макрон много лет работал в системе там, да, координат там, Ротшильдов и так далее. Что касается России и Украины, я думаю, Сташ, не знаю, ты меня как-то так врасплох таким вопросом никогда не задумывался. Думаю, что нет. Да нет у Трампа никаких мыслей менять, там, попытаться менять там, да, власть в России, потому что ну, для этого я даже не знаю, какие инструменты надо задействовать. Да не до этого Трампа, у него Китай. Что касается Украины, то, ну скажу так, сейчас так подбираю слова, без консультации с Британией Дональд Трамп не может как бы вести речь об этом. Ну вот скажем так. Поэтому я не думаю, зачем, для чего ему это нужно. Ведь все, да, цель определяется, ну, а для чего? Для Ну, чего ему нужно поменять чтобы европейский... закончить войну в Украине и заработать себе на Нобелевскую премию. Ну, тут вспыхнет, может вспыхнуть еще больше. Нет, он надеется и правильно делает. Он надеется глобально о чем-то договориться с Китаем, по крайней мере, временно. И он надеется на то, что через 6 месяцев у Путина больше не останется аргументов к Трампу, мол, да, еще пару месяцев, и я тут как бы все разрулю. Я думаю, что на это ставит расчет Трамп, а еще на то, что в Кремле не могут не понимать. Санкции их не сломают. Эти санкции там не принесут мир, там не заставят Путина капитулировать. От этих санкций не рухнет российская экономика. Не об этом идет речь. Часть рынков, еще часть рынков Россия будет терять. Часть влияния своего. И сделать ничего они не могут. Им надо закончить войну России, здесь, в Украине. Ну и начинать там заниматься какими-то другими вещами. Возвращаться там в былое. Иначе они будут терять. И в Средней Азии, и в Закавказье, и на юге всей Евразии. И вот я вам приведу пример, друзья. Вот смотрите. Вот представим себе, что Трамп пошел ва-банк, идет прям на смещение Мадуро. Разными способами. Через ЦРУ, неважно. Не будем гадать как. Вот будет менять власть в Венесуэле. Россия сможет спасти Мадуро? Нет. Произойдет так, как с Асадом. Примут у себя его в Москве, дом купят на Рублевке. Но не смогут они сохранить свое влияние, если уберут Мадуро. Так же, как они не смогли ничего сделать в Сирии. Это показатель? Показатель. Это ослабление влияния, ослабевание влияния. Китай, он не захочет, а Россия не сможет. Смотрите, пример не очень релевантный в каком плане? В том плане, что приезжал же этот Джулани к Путину
И ничего так, Да, все конечно. сидели нормально, говорит, базы давайте возвращать ваши. Мы правопреемники мы страна же, мы правопреемники договоренностей Асада, и так мило Я побеседовали. никогда не говорил, я никогда, Саш, не говорил, что Россия полностью утратила свое влияние в Сирии. Я сказал, что они постепенно ослабевают их влияние. Ну, до вот этих всех заварушек в Сирии, то есть говорим Асад, подразумеваем Кремль, говорим Сирия, подразумеваем Россия. Это их была территория. Асада не смогли. Пришел Эль-Джулани. Он красавец, этот Эль-Джулани, значит, сейчас объясню, в чем Очень. красавец. Вроде террорист, да, уже как бы, да, Террорист-красавец. уже политик. Ну, красавец политический. Он с первых дней понял, что для того, чтобы ему удержаться у власти надолго, и чтобы слева и справа ему не шили вот этот его шлейф террориста, чтобы все его признали как политика, он понял, не надо играть в одновекторность. Надо играть в многовекторность. Да, там есть курды, да, там есть турки, да, конечно, есть влияние США, пусть остается влияние России, пусть Россия поможет на юге, чтобы, так сказать, сохранить юг Сирии от вторжения Израиля. Он вот так действует. И я поэтому сказал, что он красавец. То есть сукин сын, но он общий сукин сын. Вот. Вот поэтому вот таким образом. Если мы попробуем экстраполировать на ситуацию, в которой оказалась Украина, конкретно ситуацию на передовой. Вот смотрите, что тыл, что передовая. Тяжелейшие вещи происходят. Тяжелейшие удары происходят по тылам. Речь идет об энергетике, речь идет о отключении света возвращаются, да, то есть это уже там, плановое, внеплановое, то есть это картинка, когда летит что-то там условно по Кривому Рогу, вот сегодня летела по Чернигову, а потом пропадает свет, потом как-то его пытаются восстанавливать. Это одна история. Это то, что видят все, и то, что смотрят, включается лампочка или не включается. То есть они ощущают на себе, все люди. Но есть много очень важных вещей, которые на себе сразу не ощутишь. Ну, например, разбили склад с лекарствами, медикаментов. Ну, вот попадание в склад, медикаментов нет. Дефицит. Вот он уже на пороге, аптеки распродадут остатки и все. Ну и много таких вещей, да. Плюс колоссальные убытки для того бизнеса, который борется с Гетманцевым, борется с вот этими всеми шальными инициативами, но как-то еще теплится в Украине. Я имею в виду не завязанный на вооружении, а вот именно такой бизнес в понимании предприятий, каких-то там ритейлеров, кто-то еще. То есть ситуация в тылу тяжелая. Гетманцева ты не трогай, это наше все. Вот. Это... А на передовой сложная ситуация в Покровске. Тяжелейшая. Как бы ни пытались хорохориться, и вчера там говорили, что нет, там зашли только в Покровск 200 человек. Тяжелейшая ситуация. Есть котел, который вот-вот сомкнется, и нужно уходить, нужно спасаться, нужно сохранять армию, нужно спасать людей. Купянск, похожая история, хотя там река, там немножко другая топография. Как вам видится, условно, потеря Покровска, гипотетическая, да, или там Купянска, это уже мы говорим о городах, приближает сговорчивость к проведению переговоров у одной и у другой стороны? Ну, условно, Путин берет Покровск и говорит, ну, хорошо, давайте поговорим на мажорной ноте, и встречается с Трампом и Зеленским. Или Зеленский понимает, что уже теряются города, может это публично не признавать, как сегодня целый день, да, он говорит, вот там у россиян такие потери, но тем не менее, де-факто это приближает переговоры, чтобы, ну, условно договориться. Нет, к сожалению. Очень бы хотел сказать «да», нет. Нет, Саш, на мой взгляд, да, я как раз никогда, ну, я небольшой военный эксперт с точки зрения ведения боевых действий, с точки зрения ведения военной науки, военного искусства в сегодняшнем еще и в современном виде, это первое. Второе, я вот к зрителям обращаюсь, друзья, вам когда вот говорят о чем-то, да, вот прямо о фронте, там, о каких-то тоже, ну, так тоже нельзя. Мы не владеем вообще никакой информацией. Ну, вообще, это же общие такие там новости, да, Покровск, кто-то здесь справа, слева.
Мы ничего не знаем, сколько сосредоточено, какие виды вооружения, что с тылом, что с обеспечением, какие ресурсы. Трудно так. Но поскольку ты задал в связи с фронтом все-таки политический вопрос, то тут я как бы могу ответить. Нет, никак положительная или отрицательная история Покровска, к сожалению, не повлияет на переговоры. Отобьет его Украина или зайдут туда, оккупирует это Россия. Никак это ничего не поменяет. Более того, ты сказал там встречи и так далее. Дональд Трамп не будет встречаться с Путиным до тех пор, пока он не услышит по открытым или закрытым каналам связи. Для открытых каналов связи есть Ушаков и Лавров. Для закрытых каналов связи есть тот, кто туда побежал сразу, постараться помириться. Я про Дмитриева. Пока он не услышит об изменении позиции и условий Путина, он не будет с ним встречаться. Потому что, чего нового услышит? Путин, да, продолжает тему ультиматумов. Отдайте вот это, а потом поговорим. И мне нравится, что там Трамп изменил свою позицию, ту, на которой я настаивал всегда, и мы с тобой спорили, и даже ругались, и ты меня спрашивал, почему, и я сказал, что вот конкретно в этой позиции я всегда и поддерживаю вот эту вот линию, которую на всех встречах вел Владимир Зеленский уже многие месяцы. Если две стороны воюющие хотят мира, если они не врут и не блефуют, то есть одно правильное предложение. Давайте остановим кровопролитие завтра в 10 утра. Перестанем стрелять. Вот где стоим? 4 года войны. Вот что удалось за 4 года? Вот давайте остановимся. И давайте садимся за стол переговоров. Потому что переговоры сложные. Они могут занять месяцы, а может быть и полугодия. Такое количество вопросов накопилось между Украиной и Россией, границы, экономика, соседство, репарации, архитектура безопасности, значит, какие-то гарантии. То есть, слушай, это серьезнейший переговорный процесс, правда? Он может занять и 6, и 8 месяцев, но давайте в эти 6 и 8 месяцев прекратим военные действия, говорит Украина. И я тоже приводил очень много примеров исторических, что сначала перемирие, а потом люди садятся и начинают говорить. И это правильная позиция. Я поддерживаю здесь позицию Украины. Это моя позиция также. Я очень рад, что Трамп вновь к ней вернулся. А у Путина ничего не меняется. Говорит, не-не-не, вот вы сначала сделаете то, что я говорю, а потом мы подумаем. Никто не будет этого делать. Поэтому я как человек, Саша, живущий в Украине, живущий вот в Одессе, в Киеве, под бомбежками, да, конечно, я очень хочу, чтобы война закончилась через час, чтобы это кровопролитие закончилось, чтобы моя страна стала жить мирно. Конечно, хочу. Но мы же с тобой в программах говорим не от имени человеческих эмоций, а говорим все-таки с точки зрения межгосударственных отношений. Нет в этой войне триумфаторов, и не должен Путин себя пытаться вести как триумфатор. Тем более у него уже это не очень хорошо получается. Визит Дмитриева в США лишь только подтверждает мои слова. Если по отношению к тебе на улице, в драке, в бизнесе поступили недружелюбно, то ты хотя бы должен ответить так же, а не бежать вслед, спрашивать, что случилось, давай помиримся. Нет, так нельзя, мы же вот это вот. Именно с такой миссией полетел в США голубь мира Дмитриев, потому что они понимают, что Трамп может предпринять вот эти шаги, а Россия по отношению к Америке аналогичных шагов предпринять не может. Поэтому вокруг Путина тоже есть две когорты. Условные ястребы, официальным спикером которых, неофициальным спикером которых является Лавров. Он же что сделал Лавров? Почему встречу Трамп отменил? Ведь это ж Трамп предложил там Будапешт, давай встретимся, поговорим. Потом Лавров созванивается с Рубио. Рубио, видно, так его спрашивает, давай, что там, где у нас будут компромиссы. Но Лавров его выкатал, какие компромиссы? У нас все как обычно, и начинает перечислять. Рубио доложил это Трампу со своими комментариями, типа, что вы будете делать в Будапеште, о чем? Вы же там не примете никакого решения. И Трамп отменил эту встречу. Через день выходит Лавров и всем нам то же самое выкатывает. Мол, у России ничего не изменилось. Это спикер Ястребов. Путина есть голубь мира.
Это бизнес, экономика, проекты. Это вот условный Дмитриев. Ну, не условный, а Дмитриев. Ну, полетел быстренько там, вот как бы, что случилось? Почему, мол, мы же как бы хорошие, мы же договорились, там это Арктика, не Арктика, там тоннель давайте рыть, а вы что же вот это вот санкции, так, глядишь, до томагавок дойдете. Ну вот оно, в мире же это все видят. Ну, в мире А видят, но не знают, это проявление слабости. о чем договорились в Анкоридже, понимаете? Ведь гуляет же версия, и никто ее не опровергал, что условно Украина, давайте Донбасс, отступайте, а мы посмотрим, отступим от тех областей, которые не входят по Конституции в России, плюс оставим разделенные вот эти области, ну, как бы, там де-факто, тут де-факто, на этом мы сошлись. Но это такая версия есть. До конца мы не понимаем. Продолжаю. Продолжаю. И тоже помню свои фразы в наших с тобой эфирах, которые звучат примерно так. Дональд Трамп и Владимир Путин на Аляске могли договориться о чем угодно. Более того, я думаю, что по многим экономическим проектам они реально договорились. И они могли бы уже стартовать, если бы не Украина. Что касается Украины, какая разница, о чем они договорились? Они имплементировать свои договоренности без Украины не могут. Ну не могут. Ну не получается без нас это решить. Что толку, что Трамп, то есть что Путин сказал Трамп, ну пусть они вот это отдают. Украина говорит нет. Все. Ну нет. Ну И и нет, и тогда подождите, что мы имеем? Мы имеем следующую ступеньку эскалации. хреновую мы ситуацию имеем. Мы... Хреновую. Но если тебя сейчас или меня, или любого другого, вот нашего зрителя, вот поставить сегодня, вот сейчас, не вчера, не в 19-м, не в 20-м, не в 22-м, вот сейчас, вот поставить тебя вот на это место, вот это кресло посадить, где надо принимать решения, я тебе уверяю, Саш, вот просто уверяю тебя, ты бы тоже пытался бы отстаивать свою точку зрения, иначе ты сломаешься. Один раз вот уступишь глобально, и ты посыпешься. Так как посыпалась Европа перед Трампом, и так как не посыпалась та же Бразилия, я условно говорю перед Трампом. Послушайте, Поэтому ну вы задача же... Украины, да. Я вот помню с вами... Да мы с вами... Или, по-моему, вы уже не работали. Ну, в общем, вы точно работали на телевидении, это 100%, у вас была программа. Вы же помните, там вот годовщина 5 лет вот этим вопросам президента, помните? 5 вопросов президента. И там вот это сажать... 5 лет? 5 лет прошло, да. 5 лет назад. Да нет, Саш, Зеленский. 5 лет президентства Владимира Зеленского, это в прошлом году было. Нет, 5 лет назад Зеленский провел вот этот типа референдум, как бы референдум. Ну, стояли люди с урнами. Ну, неважно, окей. Вот, окей. вот эти вопросы. И там как бы насущные вопросы. Мы тогда живо это все, я помню. Ну так если у него есть задача, он же может переложить. Это же мастерски делает слуги народа, да и сам Зеленский. Можно же переложить на волеизъявление и народное решение. Помните, даже Арахамия выходил как-то и говорил, так референдум нас спасет. Ну, условно, да, от этой ответственности и исторических решений. И я думаю, ну, тут надо как бы задуматься. Народ, да, вот который сейчас страдает без света. Он захочет Донбасс или не захочет? Ну, как продолжай. Отлично, Саша, прекрасно. И я за референдум. Здорово было бы провести и референдум, и выборы. Прекрасно. Вот для этого надо остановить войну и в течение 3-4 месяцев мирной жизни дать возможность Украине провести, может быть, референдум. Может быть, надо что-то менять в Конституции. Спасибо Петру Алексеевичу, что туда НАТО вписал, и сейчас весь мир не знает, что с этим делать. Это нужно только через референдум. Может быть, выборы проведем. Секундочку. Только давайте перемирие сделаем где-то месяцев на 5, на 3, на 2. Давайте остановим кровопролитие, говорит Украина. И в чем здесь, ну, назовите мне хоть один пункт. Нет, позицию России я понимаю, почему они против. Но позицию здравомыслия. Но если вы и вы, вот мы с тобой вдвоем, мы говорим, ну все, надо заканчивать эту историю. Куча есть вопросов, надо обсуждать, конечно, долго это все. Позиции у нас разные, но рано или поздно мы должны к чему-то прийти. Давай сначала драку остановим, да, вместо перчаток возьмем ручки, сядем за стол,
Ну, сколько понадобится, столько и понадобится. Будем работать над итоговым документом. Ну, давай перестанем биться, чтобы не погибали люди. А ты в это время проведи референдум, это было бы здорово. Проведи выборы, это тоже было бы здорово. Проведи какие-то еще вещи, это тоже было бы правильно. Только пока летают ракеты и кабы, всего этого провести невозможно. Ну так Тем самым ты лишь подтверждаешь, что позиция Украины правильная и справедливая. смотрите, вопрос в том, что Украина так не говорит. Ну, то есть, если бы было такое предложение, и вот таким, если бы действительно, я имею в виду верхушке Украины, нужна была бы вот эта пауза, о которой вы говорите, как она нужна народу, выдохнуть хоть, понимаете, хоть голову поднять. Если это бы прозвучало еще на Стамбуле, когда, помните, обменялись меморандумами. Они обменялись, сказали, ой, у нас разные меморандумы, да, мы там за вот это, а вы за вот это. Окей, давайте ряд вопросов, договорились, мы выносим на референдум. Взяли и пошли, вынесли на референдум и взяли под это паузу. А нам паузу, власть украинская продает, как просто пауза, просто вот так вот, все, остановились и все. Причем еще вчера говорили границы 91 года и на Москву, а сегодня пауза. Сегодня ставку проводит Зеленский, и тяжелейшие же удары, последствия тяжелейшие. Он говорит, а мы будем бить на и там карту нарисовали, 6 тысяч километров, там еще какие-то, мы будем бить вглубь России. Это же ступенька эскалации, а не деэскалации. Я понимаю твой сарказм, отвечу тебе. Значит, первое. Задача политиков, президентов, канцлеров во время войны, представителей воюющих сторон, это отправлять в мир определенные месседжи. В том числе пропагандистского характера. Этим занимается Трамп, Путин, Си Цзиньпин, да кто угодно. Да, все лидеры Европы. Но ты почему-то выхватываешь там фразу президента Украины только. Ну окей, пожалуйста. Да, границ 91 года сейчас не получится. Является ли это большой какой-то, да, сбыточной или несбыточной стратегической целью любой страны вернуть себе свои территории? Да, является. Можем ли мы сделать это сегодня? Нет, не можем. Ну, мы признали это, все понятно. А почему все говорят, специалисты, что наступило в этой окопно-траншейно-дроновой войне такой, да, некий тупик? Потому что у России нет ресурсов без всеобщей мобилизации выполнить свои геостратегические цели, обозначенные Путиным 24 февраля 2022 года. У Украины нет ресурсов выполнить свои стратегические цели военным путем. Мы не можем сегодня выйти на границы не то что 91 года, наверное, даже 22 года. Это все должно перейти в политико-дипломатическое русло. Еще раз, в 48-й раз. Давайте остановимся воевать. Война становится бессмысленной. А Россия же не за территории воюет. Я вот часто к российским зрителям обращаюсь даже в своей программе с таким риторическим вопросом. Вы хоть там сами у себя иногда задумывались? Вы самая большая по территории страна в мире. Вы сейчас каждый день гибнут русские, украинцы, каждый день за эти два села, за вот эту дорогу. Вам зачем это? Это цель вот этой войны, вот эта территория, сюда 10 километров или сюда. Вы хоть иногда задумываетесь. Какие цели у вас? Вы за что сейчас воюете? Я не уверен, что большинство смогут вообще вразумительно ответить. Ну, кроме клише. Ой, там НАТО, все и так далее. Это же мы не об этом. А вот по сути. Поэтому, Саш, ну как бы при чем здесь? Все же меняется. Цели, задачи меняются. Объективная ситуация, черт возьми, в конце меняется. Мы же не против. Мы говорим, ну давайте остановимся. Никто же нам не может ответить, в чем позиция Украины несправедлива. Вот почему нельзя сначала остановить боевые действия, потом сесть за стол переговоров, поставить себе цель в течение 5 месяцев прийти к глобальному соглашению. Как будут дальше жить государство под названием Россия и государство под названием Украина? Я понимаю, в чем у нас, нет общих, как соскакивает эта шестеренка у вашего, да, позиции моей. Вопрос в том, что, а как будет жить Украина эти 6 месяцев? Ну, то есть, с Одессой, которую
Хреново будет Забрали, жить, тяжко понимаете? будет жить, Забрали тяжко чекисты, будет жить. СБУшники забрали Одессу. Ну, Лысак этот же, он с СБУшной Да, братьей. да, Ну, то да, есть мэр, да. какой бы он ни был, хороший, плохой, это Согласен, одесский мэр, его выкинули. Просто по согласен. каким-то фотошопным этим документам, и все молчат, и он сам молчит. Плохая история. Согласен. Я вообще не спорить не буду. Абсолютно с тобой согласен. Это так немножечко потоптались, мягко говоря, по местному самоуправлению. Дело не в Труханове, здесь тоже с тобой согласен. Не важно, кто как к нему относится, просто так оно не происходит. Есть правоохранительные органы, есть судебная система, и, в общем, просто много об этом уже сказано, не хочу повторяться. А на твой вопрос, как будут люди жить, если Да, то есть продолжится война, да, с травлей русскоязычных, с церковью, которую да, там да, разбивают. То есть, да. понимаете, тут же как, не решение вот этих вопросов, да, ну, простите, ну, а тогда зачем все это было? С точки зрения, Согласен. там, допустим, россиян, да, Только это будет поражение, будет как бы, поэтому не так и воспринимают вот эти моменты. смотри, Саш, ты пошел сейчас вот в такую глобальную, но другую тему. Она же очень болезненная, да, и очень важная. И здесь у нас как раз споров поменьше будет с тобой. Здесь больше общие позиции. А вот этот гуманитарный аспект, там, я езжу сейчас по Одессе, я вообще не понимаю Google Map, где я нахожусь, что это за улица. А сейчас нашим одесским гидам, в полном серьезе я вам это говорю, целые вот эти не нарративы, а как это, пишут, не могу слова подобрать, потому что та история Одессы, которую они рассказывают, она уже оказывается неправильная история Одессы, и неправильные фамилии, и неправильные даты, и неправильные нарративы. И сейчас будут нам писать новую, что все это плохо, все это... Но это к войне сейчас-то напрямую не имеет отношения к тому, когда и где остановить войну. Потому что это вопросы для нас. Мы или найдем, мы, граждане Украины, мы или найдем после войны решение всех этих вопросов и консенсус, или не найдем. Если не найдем, у нас не будет будущего. Потому что гнобить русскоязычных, уничтожать там литературу, культуру, и тогда не хочу повторяться, в многонациональной стране это путь в тупик, это путь в никуда. Но это не вопросы внешних игроков, ни американцев, ни европейцев, никого. Это вопросы внутри украинского общества. Сможем отстоять вообще, что мы разные, и это не слабость, а сила, или не сможем? Если сможем, у нас есть шанс после войны в течение 2-3 лет, 4, может быть, возродиться и создать. У нас все для этого есть. Ну, это показатель Если не сможем, искусственности. Понимаете? Ну, вот искусственности. Ну, вы сильно слышите много этих ультрапатриотов, которые защищают светлый лик Бандеры перед поляками, например? Нет. Все сразу в норку говорят, это Польша, да, у них тут такие правила, не-не-не, мы вот это вот, да. Понимаете? согласен. А москаляку на Согласен. геляку и вот это все, москвороты, вот эти все, ну, вы не будем жестить, да, то есть вы это все слышали. Просто сегодня день украинской письменности, хороший день, кстати, очень хороший день. И вот этот казус, когда облом произошел на этом диктанте, когда Сумская, которая Наталья, призывавшая недавно учить украинские матюки, чтобы дети по-русски не матерились, читала сегодня текст. И все обалдели с этих слов, со всего на свете. Короче, сказали, елки-палки. То есть украинцы в украинскоязычной среде опять рассобачились, перегрызлись. Понимаете? То есть это надо как-то лечить. И война это не лечит почему-то. К сожалению, я даже представить себе не мог. Там где-то в 22-23, что вот так оно будет. И кто-то опять раскручивает этот маховик, опять стали появляться эти ребята из «Свободы», типа там Кашулинские, которые пошли еще дальше, говорят, что русскоязычных граждан Украины надо лишать там работы, образования и так далее. Так и хочется ему сказать, тогда надо с фронта забрать всех воинов наших, кто на русском, со всех госпиталей забрать хирургов, сестер, нянечек, с темных и промерзлых улиц круглосуточно забрать всех тех, кто восстанавливает нашу энергетику, всех спасателей, всех просто забрать куда-нибудь. Вот. А сам Кашулинский, наверное, пойдет с автоматом. Саш,
По кругу будем ходить. Давай коротко в одной фразе. Если мы не решим эту глобальную гуманитарную историю, внутри украинского общества произойдет раскол, и может произойти раскол в государстве. И тогда это все... И тогда непонятно, и что это, и что из этого будет. Ну и Ради за чего и что ради война, да, тоже. У нас же официально принято по Поэтому... законодательству война за независимость. Ну так называется эта война. Зеленский подписал недавно, помните? Это официально. Ну вот тебе как бы и независимость. Значит, когда закончится... Я всегда, извини, Саш, всегда привожу вот с точки зрения языка вот два примера и думаю, черт возьми, ну что же в моих словах нелогично? Вот пример номер один. Из 9 миллионов граждан Израиля 2 миллиона арабов. 2 миллиона арабов, но это 2 миллиона граждан Израиля. Израиль не отменяет арабский язык. Второй пример. Ну, я сегодня про Японию говорил. А мова оккупанта для полмира это как бы, ну там на английском разные приказы отдавали. И на французском, и на немецком, и на австрийском, да на каком угодно, испанском, итальянском. После Второй мировой войны, казалось бы, ну такая, да, мировая трагедия. Никто и нигде не запрещал обучение немецкому языку. Более того, в советских школах продолжали серьезно изучать немецкий язык. Даже тогда там говорили, что там язык там, врага и так далее. Но это Гитлеры же приходят и уходят, а Гёте остается. Давайте тогда отменять, хочется крикнуть, давайте тогда отменять, там, я не знаю, научные открытия, которые сделали русскоязычные ученые, или чего мы будем... Ну, то есть, не туда мне. Это не есть патріотизм. Я завжди говорю, що да, не може бути володіння українською мовою, якщо ти ходиш в вишиванки і промовляєш якісь патріотичні гасла. Це не може бути єдиною та головною ознакою патріотизму. Це не так. Потому что патриотизм – это более глубокое понятие. Ты делаешь что-то, работай, плати налоги, помогай своей стране, развивай, да, учи детей, да, старайся сделать что-то лучше. Не разрушай, а созидай. Вот я, Дмитрий Спивак, вот так понимаю патриотизм и любовь вот, там, к родине, к стране и так далее, и так далее. Но, видишь, оно как-то иногда вот так происходит. Когда закончится война, итоги опроса, 12%, когда начнется война с Китаем, 22% до конца года в начале следующего, 32% в следующем году ближе к осени, ну и 35% 2-3 года дают, как Зеленский Туску сказал. Я из всего этого... Можно прокомментирую? Да, Ну так, да. это не комментарий будет, а наоборот, вопрос просто задам. Я не понял людей, которые проголосовали за первый вариант и за вот последний. Вот честно, я не очень понял. То есть те, кто проголосовали за последний вопрос, хочется спросить, вы готовы лично и ваши соседи? А те, кто проголосовали, значит, за первый вариант, я не очень понял, вы как себе представляете войну с Китаем? Вот просто мне интересно, как вы себе это представляете, войну с Китаем? И какое Быстро. это отношение имеет к войне, вот к окончанию войны? Как вы это все так интересно связываете? Я даже завидую, между прочим. Я бы это не связал. Это Так, первая, давайте... вторая война с Китаем, это Третья мировая. Да. Война с Китаем, кого бы то ни было, ну, например, Америки, да, это Третья мировая ядерная война. Ну, тогда уже все остальное будет неинтересно. Так, Это мой поехали. комментарий. Вопросов очень много. Давайте пробежимся блиц, чтобы все успеть. Ну или хотя бы кое-что успеть. Друзья, формат вопросов-ответов есть у Дмитрия на канале, поэтому не обессудьте, как говорится, если мы чего-то не успеем здесь. Режим блиц, коротенько, полетели. Из клуба зрителей вопрос. Дмитрий, рад снова видеть у Александра. В Одессе как-то изменилась жизнь после смены руководства? Что ощутили вы? Чего? Нет, ну если честно, да, жизнь в Одессе никак не изменилась. Она и не может измениться. Просто сегодня все мысли внутренние, они вот война, чтобы оно уже все закончилось. Все понимают, неважно кто и как к Труханову относится, все понимают, что это, наверное, неправильная история. Но жизнь никак не изменилась, каждый в себе. Это тоже такой психологический есть аспект. Каждый в себе. Так, поехали, вопросы. Значит, давайте несколько из сообщества, несколько из чата. Так, вопрос Дмитрию. Не подскажет ли он дату ратификации Будапештского меморандума? Только я мыслю по древу достаточно лаперадно.
лапидарно дату и номер документа. Если можно, вопрос номер 2. Есть Джулани завтра, послезавтра начнет поддерживать Хамас, Хезболлу и прочее. Я думаю, что этим рано или поздно займется. Как будут действовать за его признание демократические лидеры? Очень простой вопрос. Если Джулани начнет делать то, о чем вы сказали, он перестанет быть Джулани и президентом Сирии. Он станет сразу террористом где-то на кшталт Асада. Очень все просто. Что касается демократических лидеров, то я про реал-политик и про двуличность, двойные стандарты и демократию на экспорт, рассказываю в каждых программах, и сегодня тоже посвятил этому минут 15 эфира. Ну, а номер документа по меморандуму, вы же там вся суепрана сидите, да? Google там или Нет, чат там GPT. вопрос с подвохом. Ратификации же не было меморандума, поэтому... Извини, я не Да, услышал да. просто про ратификацию. Ратификация. Тут имеется в виду, что это Да, просто прошу подписали, прощения. да и Да, все. да. Зачем, Дмитрий, вы сказали, что Зеленскому нужно сорвать между Трампом и Путиным переговоры в Будапеште? Алексей интересуется. Вы такое говорили? Да? Зачем я? Да. Я не говорил Не этого. говорили, что Зеленскому надо сорвать переговоры? Не, абсолютно. Зачем? Ребят, так нечестно, вы же как-то меня цитируете, и неправильно вы меня цитируете. Я наоборот говорил о том, что сорвали, то есть не так. Я повторю, что я сказал. Я сказал о том, что причина, по которой Трамп отменил свою встречу в Будапеште с Путиным, заключается в том, что после телефонного разговора Рубио и Лаврова, когда Рубио, наверное, сказал, давай, как мы тут будем к компромиссам подходить, Лавров ему сказал, какие компромиссы? Вот, все, что у нас было, наша позиция неизменна, сказал Лавров. Рубио передал Трампу, у того лопнуло терпение. Более того, Лавров вышел через день и, повторил все то же самое. Поэтому в данном контексте все, что смог донести до Трампа Владимир Зеленский на своей встрече, он это сделал. А дальше решение принимал Трамп. Так, приветствую Дмитрия с возвращением. Павел пишет вопрос. Известно ли товарищу Спиваку о каких-то планах по ввозу мигрантов в Украину сейчас или после окончания заморозки войны? А тут, к сожалению, друзья, дело не в планах. Если мы не сможем, если политика государства не сможет вернуть миллионы грамотных рабочих рук, то, конечно, да, как закон физики, здесь убыло, здесь прибыло. То есть все понятно. И это станет плохим сигналом для Украины. В Европе вон уже там халифат есть. Посмотрите, что сегодня в Черногории. Там огромный скандал сегодня, там 5 или там сколько, там, представители Турции, мигранты, тут турецкие, кого-то там избили, зарезали и так далее. Для маленькой, очень мирной Черногории, которая нигде особо, это для них просто... Смотрите, что в Европе творится. Хочу ли я такого же в Украине? Категорически нет. Что же я могу? Только свою позицию сказать. Да, там Черногория отменила визы туркам, там по задержанию 48 человек поймали, в общем, высылают из страны. В общем, там большой скандал для маленькой Черногории, это правда. Спросите, пожалуйста, у Дмитрия. В одной из своих передач он перечислял военные перевороты, которые устраивали США в разных странах, и подытожил, что ни один переворот не принес добро обычным людям. Так вот вопрос, был ли такой переворот в Украине, что принес людям, или это другое? Конечно, это другое. Там же шла речь о военных переворотах. Там, когда я понял это в прошлой программе, я рассказывал на примерах Эквадора, на примерах Аргентины, Венесуэлы той же, на примерах документов, которые уже после прихода Дональда Трампа к власти рассекречены, и сколько операций ЦРУ проводила. Рассказывал он, я рассказывал, как эквадорский президент там погиб, в катастрофе на вертолете. Там рассказывал он про Венесуэлу, как боролись против Чавеса. Что касается участия американцев в событиях в Украине, это тоже уже не секрет, уже все раскрыто, да, и документы все раскрыты и так далее. Да, участвовали, да, между Америкой и Россией идет геостратегическая драка, и Украина стала эпицентром этого. Да. Какой вопрос? Да. Что мы с вами еще не знаем? В чате... Что мы с вами еще не знаем? В чате пишут, что бангладешцам придется общаться исключительно на украинском языке. Ёрничает один из пользователей. Значит... Где бангладешцам? с бангладешцами на мове будем общаться.
А если бангладешці захочуть бути журналістом, політиком або працювати в органах державної влади, то безумовно так. Якщо десь там щось будувати, то ні. Мгм. Значит, вопрос простой, Дмитрий. Лично для вас сейчас Украина это равно Зеленский? Смотрите, я отвечу сейчас на вопрос, но я думаю, что он какой-то некорректный. Украина как государство, ну, сегодня да, потому что, ну, вся полнота власти, как и вся полнота ответственности сегодня лежит на президенте. Как государство, да, и как страна, так, наверное, нельзя сказать, как народ, как страна, как что вы имеете вот в виду? Если вот первый вариант, то я ответил да. Если более глубоко, то, ну, конечно, так нельзя говорить. Разве Америка сегодня это страна Трампа или разве Китай это страна Си? Ну, как бы это неправильно. Или там, ну, где у нас там есть жесткие там вертикали? Ну вот во Франции, значит, жесткая президентская, ну, президентская республика. Разве Франция это страна Макрона? Ну, нет, наверное. А, так, интересно. Ну вот Александра спрашивает, почему не убрать вот эти принятые законы, не преследовать церковь, русский язык, таким образом показать серьезный настрой на переговоры в Украине? Почему этого не делают, как вы думаете? Потому что никто извне не имеет права вмешиваться во внутренние дела Украины. Причем здесь язык, культура, гуманитарный аспект – это наши внутренние процессы, и какое они имеют отношение к началу переговоров о мире в стране. Ну, кому какое дело представителям других государств до того, чего мы тут будем делать внутри друг с другом? Так, следующий вопрос. Не пора ли Сырскому занять место на шасси самолета? Ой, какой скандал был. И продолжается сегодня с этим Манько, картами. Прокомментируйте, пожалуйста. Это то, что я видел сегодня в соцсетях, что один из, я просто не знаю, кто это, да, Манько фамилия, какую он должность занимает, не знаю, что он как бы там сделал селфи там или где-то выставил фотографии с картами, да, с боевыми учебными картами и так далее. Ну, смотрите, значит, по Сырскому, это не ко мне, это к Марьяне Безуглой, у них там постоянный диалог друг с другом. По вот этому фото, слушайте, я никак комментировать это не могу, ну, потому что я не знаю, что это. Если это реальные карты, и вот это по безголовости, ну, то человек должен понести ответственность по законам военного времени. А если это дезинформация, а если это какой-то ход, а если это какой-то шаг, а если это там вот разведка как-то работает, может такое быть? Я вот с вами советую, ну, может такое быть или нет. Поэтому тут тоже, знаете как, в соцсетях, ну, хрен его знает, что это такое. Да, значит, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний разговор. Дмитрий, благодарю за время и мысли. Спасибо. Спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайк обязательно и напишите в комментариях, что думаете. Соглашайтесь, не соглашайтесь, спорьте. Давайте дискутировать друг с другом в тех же комментариях, потому что, кажется, мы на пороге очень крутых и, ну, таких несколько витиеватых, но серьезных изменений. Ничего не пропустим, увидимся обязательно.